Добрый день, меня зовут Евгения Уроднич, я партнер юридической фирмы Legal Tax Минске. Мы решили открыть школу антимонополиста и записать серию видео о рассмотрении фактов нарушения в Республике Беларусь, в ЕАЭС и, возможно, в Российской Федерации. Сегодня у нас урок географии, и мы изучим трансграничный картель, который был обнаружен в ЕАЭС в сентябре 2019 года. Что же произошло? Давайте рассмотрим на рисунке. У нас есть три участника. Это покупатель услуги, продавец услуги в одной стране и продавец услуги во второй стране. Покупатель, который находился в Казахстане, после выигранного тендера по обслуживанию медицинского оборудования обратился за конкретной услугой к производителю оборудования, к официальному представителю в Казахстане и официальному представителю Российской Федерации. Производитель сразу сказал: нет, у нас есть официальный представитель на территориях и нет возможности оказать вам услугу. Тогда покупатель обратился к Казахстану и к России одновременно. Россия предоставила ценовое предложение, но в последующем перенаправила покупателя к Казахстан, обосновав это тем, что он является эксклюзивным дистрибьютором и имеет право обслуживать оборудование там, а также добавила к мейлу конкретное контактное лицо, к которому необходимо обращаться. Проблема была в том, что цена у Казахстана отличалась в 2,5 раза, что, естественно, возмутило покупателя. Покупатель обратился в антимонопольный орган Казахстана. Почему же дело было рассмотрено Евразийской экономической комиссией, а не антимонопольным органом Казахстана? Дело в том, что у нас есть договор о ЕАЭС, по которому предусмотрены общие принципы конкуренции, и предполагается, что если компании-конкуренты находятся в разных странах, то это будет трансграничное дело, и рассматриваться должно в комиссии. Давайте рассмотрим, что такое картель. Картель, по сути, это сговор между конкурентами, очень важно, между конкурентами. Что же выявила комиссия при расследовании? Во-первых, то, что российская компания необоснованно отказала казахскому покупателю при условии, что сама могла оказать эти услуги. Во-вторых, фактическое разделение рынка, которое подтвердилось действиями, то есть переписка, что казахская компания на территории Казахстана оказывает услуги, российская компания на территории РФ. Особо выделили то, что цена отличалась в 2,5 раза, соответственно, это могло повлиять на конкуренцию и на цену в целом. Естественно, знания друг по другу компаний, они были осведомлены о действиях друг друга и фактически выполняли соглашение. Соглашение не было обнаружено в письменном виде, поэтому любое, даже устное соглашение и фактическое его исполнение будут считаться нарушением принципов конкуренции. Последствия для бизнеса. Комиссия назначила штрафы для компаний, общий размер штрафа для компаний примерно $8 тысяч, а также привлекла к ответственности руководителей компаний, хотя всю переписку вели менеджеры по продажам. Общая сумма штрафа для двух компаний руководителей не превысила $10 тысяч. Для антиконкурентного права это очень маленький штраф. Все дело в том, что политика антиконкурентная направлена на предотвращение монополизации рынка и в том числе показывает, как делать нельзя. Прекрасный пример. Какие мы можем сделать выводы, исходя из этого дела? Во-первых, это дело стоит изучить внимательно компаниям, которые производят товары или услуги, также являются дистрибьюторами и дилерами, поскольку разделение по географическому принципу чаще всего присуще этим видам. Второй урок. Руководитель несет ответственность за действия своих работников, даже если фактически не участвовал в антиконкурентных действиях. Поэтому, руководители, ваша задача обучить своих менеджеров по продажам и других людей, которые коммуницируют с потенциальными заказчиками, основам антиконкурентных соглашений. Третий вывод, который можно сделать: отказ в предоставлении услуги или продаже товара всегда должен быть обоснован, причем обоснован и технически, и экономически.